В какой точке сидерального года мы находимся сейчас? В этом вопросе я полагаюсь на собственную интуицию. Насколько я помню, в тайной доктрине есть как минимум 3 утверждения о нашем положении на зодиаке. Пишу по памяти. У нас еще достаточно времени, как минимум 16 тысяч лет до критической точки. Это обнадеживает. Звездный год, по мнению некоторых ученых и представителей индуизма, имеет начало в нулевом градусе Овна. Тогда катаклизм уже завершился. Начало зодиакального года находится в 6 градусе Водолея. Вот цитата к последнему утверждению. Брамины также говорят нам, что эта первая точка, начала их зодиака, находилась в 3102 году на 54 градуса позади равноденствия. Из этого следует, что начало, первая точка их зодиака, находилась в 6 градусе Аквариуса. Цитата по изданию Блаватская Елена Петровна, «Тайная доктрина», том 1, страница 852. Я понимаю, что из всего громадного содержания тайной доктрины очень сложно прийти к выводу, в какой точке зодиакального цикла мы находимся. Я много раз задавала себе этот вопрос и много раз перечитывала связанные с интересующим моментом страницы. Мое решение чисто интуитивное, основанное только на тексте тайной доктрины Елены Петровны Блаватской. Начало сидерального года находится в 6 градусе Водолея. Следующий вопрос. Вошли ли мы в созвездие Водолея? И когда? Поскольку я не имею должного образования в области астрономии и астрологии, я решила обратиться к специалистам. В то время я жила в городе Омске и по рекомендации пошла навстречу к лучшему астрологу Омска. На мой вопрос, вступили ли мы в созвездие Водолея, астролог дала мне книгу и посоветовала почитать указанные страницы. Книгу после прочтения я вернула, однако сделала выписку из указанных астрологом страниц. И тут самое неприятное. Все мои выписки сгорели при пожаре в моем доме под Омском. По прошествии столько лет я не могу вспомнить название и автора книги. Это был не россиянин, американец, англичанин. При таких точных данных можно было бы не упоминать об этой книге. Но самое интересное я запомнила. На многих страницах, порядка 20, упоминались имена астрологов и их прогноз о вхождении в созвездие Водолея. Таких прогнозов были десятки, около 50.
Даты назывались самые разнообразные. Примерно со средних веков до далекого будущего около 3000 года нашей эры. В любом случае, даты и года были разбросаны на сотни лет. Такой был ответ астролога на мой вопрос. При прощании астролог дала мне координаты лучшего астронома города. Я договорилась о встрече и направилась тогда в Омский педагогический институт. На мой вопрос, вошли ли мы в созвездие Водолея, астролог повел меня в планетарий. Там мы подошли к компьютеру, который показывал карту звездного неба. Астролог показал мне точку весеннего равноденствия на небосводе и ее движение на протяжении 1000 лет. Примерно это выглядело так, как на рисунке. Вот видите условную границу между созвездием Рыб и созвездием Водолея, спросил он. На приведенном рисунке эта граница не показана, так как снимок сделан в другой программе и с другими настройками. Теперь давайте посмотрим, как по отношению к этим двум созвездиям движется точка весеннего равноденствия. Далее я испытала очередное разочарование. Точка весеннего равноденствия двигалась по границе между созвездием Рыб и созвездием Водолея больше 1000 лет. И до сих пор, по мнению астрономов, мы еще не вошли в созвездие Водолея, а войдем только примерно году в 2600. Как же нам понять космические сроки? Может быть, наступление конца-начала сидерального года можно вычислить? Возьмем цифры из тайной доктрины. Цитата по изданию «Блаватская тайная доктрина», том 2, страница 504. Индусы утверждают, что в год 20400 до Кали-юги начало их зодиака совпадало с весенним равноденствием. Сказано, что цикл Кали-юги начался между 17 и 18 февралем в год 3102 до Рождества Христова. Сложим цифры. 20400 лет прошло до начала Кали-юги. Плюс 3102 года, год начала Кали-юги. Плюс 2026 нынешний год. Равно 25528. Прошло лет с начала последнего сидерального цикла. Если сравнить это количество лет с данными Елены Петровны Блаватской о продолжительности сидерального года 25868. 25868 минус 25528 равно 340 лет. Как показывает расчет, через 340 лет начнется новый космический цикл продолжительностью примерно 25868 лет по данным тайной доктрины. Это произойдет в 2366 году.
2026 плюс 340 равно 2366. И это произойдет в 6 градусе Водолея. Расчет точки вхождения в созвездие Водолея. Мы знаем, что началом звездного года является 6 градус Водолея. Сколько в земных годах составляют 6 градусов зодиакального цикла? Возьмем за основу расчета цифру 25 868 лет. Хотя, как я говорила выше, в источниках упоминаются другие цифры от 25 770 до 25 920. Итак, 25 868 делим на 360 градусов равно 71,86 земных года содержится в 1 градусе звездного года. Для простоты расчетов, с учетом возможной погрешности от одного зодиакального цикла к другому, будем использовать в дальнейшем цифру 72. Соответственно, 6 градусов содержит 72 умноженное на 6 равно 432 года примерно. Если на основании предыдущего расчета 6 градус Водолея произойдет в 2366 году, то начало Водолея состоялось в 1934 году. 2366 минус 432 равно 1934. Расчетным путем на основании данных, указанных в тайной доктрине, удалось определить примерную дату начала вхождения точки весеннего равноденствия в созвездие Водолея. 1934 год. Я только что сама произвела этот расчет. Очень удивилась результату. Получается, что мы уже больше 90 лет как вошли в так называемую эпоху Водолея. Насколько можно верить этому расчету? Наверное, настолько же, насколько можно верить тем цифрам, которые взяты мной из тайной доктрины Елены Петровны Блаватской.